13% годовых. Миф или реальность? Все чаще мы слышим о том, что можно получать 13% в год, но мы видим, что ставки по депозитам снижаются, и возникает закономерный вопрос. Откуда тогда можно получить 13%? Как вообще можно получить 13%? На самом деле такая возможность есть, но не у всех. Сейчас я подробнее расскажу об этом. Когда человек заключает договор страхования жизни, он по закону Российской Федерации может вернуть 13% ранее удержанного налогового вычета. Но здесь должны быть соблюдены некоторые условия. Первое. Во-первых, договор страхования жизни должен быть заключен сроком на 5 лет и более, как я уже говорила. Второе. Человек должен являться налоговым резидентом Российской Федерации. Третье. Человек, страхователь имеется в виду, должен получать доход, облагаемый налогом по ставке 13%. Размер возврата ограничен. Можно вернуть не более 15 600 рублей. То есть это 13% от суммы 120 тысяч рублей. Если мы заключаем договор страхования жизни с взносом в год 120 тысяч рублей, то есть возможность вернуть 15 600 рублей. Если заключается договор страхования жизни с взносом 300 тысяч рублей, то все равно мы имеем возможность получить возврат налогового вычета только в размере 15 600 рублей. 13% годовых – это не миф, а реальность. Вопрос, доступно ли они вам? Для того, чтобы убедиться в этом, вам надо понимать, что вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации, вы обладаете доходом, облагаемым налогом по ставке 13%. У вас есть договор страхования жизни сроком от 5 лет, 5 лет и более, и взнос по договору не превышает 120 тысяч рублей. Тогда 13% годовых вам обеспечено. По сути, программа страхования жизни является накопительной. Если мы говорим про ежегодные взносы, есть накопительный период, и по истечении накопительного периода сумма взносов выплачивается единовременно, либо в рассрочку. Например, мы хотим накопить 600 тысяч рублей. При этом ежегодно мы оплачиваем взнос 60 тысяч рублей. Мы имеем возможность получать налоговый вычет в размере 13%, это 7800 рублей. Таким образом, мы накапливаем 600 тысяч за счет своих взносов, плюс получаем налоговый вычет за 10 лет, это 78 тысяч рублей. Помимо этого, можно в рамках той же программы можно получать инвестиционный доход, если правильно ее оформить. Можно получать защиту. Защиту, например, если произойдут какие-то телесные повреждения или диагностируют смертельно опасные заболевания, то страховая компания произведет выплату дополнительную. Сумма выплаты не будет вычитаться из суммы, к которой мы стремимся. То есть, как мы планируем, что мы накопим определенную сумму, например, 600 тысяч рублей, так мы к этой сумме придем, независимо от того, производились нам на протяжении накопительного периода выплаты или не производились. Конечно же, бесспорным преимуществом является то, что в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств компания производит выплату. Ни один банк, ни другой какой-то финансовый инструмент не позволит сохранить свои уже накопленные средства и получить какую-то выплату. Даже если происходит уход из жизни застрахованного лица, то выгодоприобретатель получает выплату от страховой компании, может получить дополнительную выплату от страховой компании, если все правильно оформить. Таким образом, банк, например, если будет уход из жизни и произойдет наследование депозита, никакой дополнительной выплаты там никогда не будет. Никакой другой финансовый инструмент не позволяет обеспечить такую защиту себе и своим близким. Если, посмотрев это видео, у вас возникли вопросы, пишите, пожалуйста, мне на WhatsApp, я на все вопросы отвечу. Телефон, к которому привязан WhatsApp,
представлен в описании к этому видео. Буду рада оказаться полезной вам. Если вы хотите в индивидуальном порядке рассмотреть вашу ситуацию, ваши цели, посмотреть, какие инструменты могут быть максимально эффективны именно для вас, могу предложить встретиться у нас в офисе неподалеку от метро Смоленская. Вместе с вами все посмотреть, все обсудить и решить, что будет полезно